Всем привет! С вами канал Вафля Лэб. Вышло новое видео от Сливки Шоу «100К за снеговика». Я тоже хочу поучаствовать. Может сделать самого большого? Не, мне лень. Сделать самого красивого? Сначала его нужно попробовать нарисовать. Нарисую-ка я снеговика. И вот что получилось. Да не вариант. Попробую сделать самого маленького снеговика. Позвал друга. Думаем вместе. Эврика! И вдруг мы перенеслись в лабораторию. Для создания самого маленького снеговика нам понадобится высокотехнологичная холодоустойчивая ванночка из теплоизолирующего материала, ровная металлическая поверхность с хорошей теплопроводностью, в нашем случае это бронзовая шайба, а также набор инсулиновых шприцов, из которых мы будем выдувать наших снеговиков. Немного жидкого азота, который будет выступать охладителем поверхности, сушеная морковка, горячая вода, измерительное оборудование, линейка и угольник с ценой деления миллиметр и полмиллиметра, камера и объектив для телефона с целью зафиксировать результат, очки лупа. Чтобы увидеть, как мы делаем маленького снеговика, мы берем объектив и прикрепляем его к камере телефона, так как без него снеговика сложно будет увидеть. Не обошлось, конечно же, без небольшого хендмейда. О, это же отпечаток пальца! Внимание, не повторять, это может быть опасно для вашего здоровья. Из специализированного сосуда наливаем жидкий азот в ванночку, заранее погруженный туда шайбой. Температура кипения жидкого азота составляет минус 196 градусов Цельсия, поэтому воздух вокруг жидкого азота охлаждается и образуется туман. После того, как поверхность металла остынет, мы сможем приступить к созданию маленьких снеговиков. Наливаем в стакан горячую воду, так как горячая вода будет быстрее замерзать на холодной поверхности. В процессе эксперимента мы старались сохранять температуру воды в диапазоне от плюс 60 до плюс 80 градусов Цельсия. К тому времени как раз остыла металлическая поверхность. Набираем в шприц горячей воды, параллельно ведем видеозапись на телефоне через объектив. Так как снеговики не хотели крепиться к переохлажденной поверхности, мы их делали на капле застывшей воды. Вот так выглядит процесс создания нашего снеговика. Мы начинаем измерять. К нашему снеговику подставляем линейку или угольник с ценой деления миллиметр и полмиллиметра. Оценим высоту снеговика по шкале с ценой деления полмиллиметра. Данный снеговик получился около 1,9 мм. Теперь к снеговику нам нужно прикрепить нашу наноморковку. Для этого особым методом мы ее измельчаем. И крепим к нашему снеговику. Однако нам хотелось сделать еще меньше снеговика, и мы сделали ему друзей поменьше. Например, вот этого малыша, который тает всего лишь от человеческого дыхания. Смотрите, какой он маленький. Однако его постигло ужасное несчастье, он растаял от прикосновения линейки. А вот так красиво выглядит замерзание капли. Потом мы сделали еще снеговика.
Смотрите, какой большой кажется игла. Еще один снеговичок. Но пока устанавливали на него морковку, он успел замерзнуть и покрыться инеем. Мы немного его подтаяли теплым дыханием. А этому малышу стало совсем холодно, и он превратился в иневика. Но теплое дыхание совсем его растопило. А вот еще один. На этих кадрах видно, как капля застывает, после чего на ней начинаем собирать снеговичка. А здесь можно увидеть нашего самого маленького снеговика. Правда, мы немного перестарали с морковкой. Нужно было остановиться на первом кусочке. На этом видео самый красивый, на наш взгляд, снеговик из всех получившихся. Непослушная морковка не хотела крепиться к снеговику, но со второй попытки все удалось. Для примера вам показана шкала в миллиметр и полмиллиметра.
Вот такой красавчик у нас получился. В процессе изготовления снеговиков мы успели заснять несколько красивых кадров. А также мы сделали необычного снеговика. Напишите в комментариях, кого он вам напоминает. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, впереди еще много интересного.